Привет всем любителям аниме и хорроров. Каждый день в Steam, EGS и Chio выходят десятки, нет, даже сотни различных ужастиков. Хотите побегушки от страшных ебак? Берите. Нравится исследовать загадочные дома с привидениями и изгонять демонов с друзьями? Качайте быстрее всей компании. А может вам совсем не хочется экшена, желаете почитать интересную, атмосферную и страшную историю? В этом вам помогут адвенчуры и визуальные новеллы. Я к чему? В жанре сейчас столько игр и их разновидностей, что порой даже сложно выбрать что-то одно. И вот, однажды, просматривая список новых хорроров, я увидел нечто для меня уникальное. Ghosted Dawn – инди-аниме survival horror в стиле Resident Evil. Проект привлек меня не столько внешним видом, сколько описанием. Классический геймплей старых игр с фиксированной камерой, интересные загадки, а также якобы серьезные темы, которые игра поднимает. Описание действительно меня заинтересовало, и я решил ознакомиться с проектом. Скажу так, «Призрак на рассвете» — это действительно неплохой хоррор с отличными идеями и своим стилем, который, к сожалению, имеет серьезные проблемы, которые не дают ему полностью раскрыть свой потенциал. Давайте же вместе разберем все плюсы и минусы игры и почему все же она стоит внимания. «Призрак на рассвете» — это творение студии Blue and Red Games, правда студия — это громко сказано, игру создал всего лишь один человек. Часто бывает, что подобные игры запускают сперва в раннем доступе, оправдываясь сложностями в разработке, что девелоперу нужны отзывы игроков для того, чтобы улучшить проект и так далее. Но это не тот случай. Перед нами готовый проект, который можно пройти от начала и до конца. В нем интересные механики и содержимое, хоть и есть пара вещей, которые тащат его на дно. Сюжет повествует об Энни О'Харе, детективе японского происхождения, который живет в Сиэтле и открыл свое детективное агентство после окончания Второй мировой войны. На дворе 47-й год, и сыщику приходит письмо от одной девушки, которая просит его взяться за одно дело. Дело в том, что в городе находится отель, которым владеют японцы, и он служит местом, куда могут приехать жители страны восходящего солнца в поисках лучшей жизни. Те, у кого есть деньги и полностью может оплатить переезд, направляются куда хотят. У кого не хватает средств, остаются в отеле, чтобы отработать свой билет. Девушка по имени Юхика описывает, что ее родители оплатили полностью поездку младшей дочери, Эмми, которая должна была недавно прибыть в отель и просто остаться там до прибытия Юхика, которая бы ее забрала. Но вот в чем беда. Когда старшая сестра приехала туда, она обнаружила полностью закрытое и заброшенное место. Все двери заколочены, а внутри, кажется, нет ни одной живой души. Она просила местных полицейских отправиться внутрь на поиски сестры, но американцы плохо относятся к японцам, поэтому ее просьбы оставили без внимания. Как только Юхика узнала, что в городе есть детектив японского происхождения, она поняла, что только он может взяться за это дело и помочь сестрам встретиться. Бен соглашается и, сломав окно, попадает внутрь отеля. Очень скоро он поймет, что отель не просто пуст, а населен призраками, а также хранит очень темные и ужасные секреты. Завязка в игре довольно интересна, но, к сожалению, сама история в целом посредственная. Дело в том, что сюжет подается исключительно в виде записок, которые детектив находит, исследуя различные комнаты и заведения отеля. Все записи, кстати, неплохо озвучены, что явно плюс для инди-проекта. Проблема заключается в том, что буквально через минут 40 игры, когда вы раскроете первые секреты Ghosted Dawn, то станет сразу понятно, что тут творится и к чему все ведет. Да, игра поднимает серьезные темы, даже жестокие, поствоенный синдром, но не беспокойтесь, тут нет противоречивого визуала, весь ужас нужно представлять в голове. Минус заключается в том, что осознав про реальную деятельность отеля, буквально в первые минут 40, все, что сюжетно объясняется в конце, уже вас не удивит. Ну и ладно, в принципе инди-хорроры не славятся своими историями, в них всегда на первый план выходит геймплей и атмосфера. Ghosted Dawn — это survival horror старой школы, вроде Resident Evil и Silent Hill, с некоторыми интересными механиками. Все вы знакомы с теми играми, поэтому здесь принципиально чего-то нового вы не встретите. У нас есть фиксированная камера, которая, да, показывает неплохие ракурсы и даже выглядит порой кинематографично, но иногда выдают и такие моменты, когда вы не успеваете среагировать на опасность, или вынуждены сделать шаг в неизвестность, просто потому что по-другому камеру не сдвинуть. Сам игровой процесс — это классическое исследование местности, где вы находите ключ, который отпирает запертую дверь. Внутри вы найдете пазл или предмет, который поможет решить вам загадку в другом месте. Получаете очередной ключ, пробираетесь боем до следующей локации и так до самого конца, пока не увидите титры. Если предметов много,
и в инвентарь что-то не помещается, то вам поможет небольшой подъемник в безопасной комнате, который можно вызвать на различные этажи, и в котором будут храниться все ваши предметы. Менеджмент инвентаря здесь не просто важен, а жизненно необходим, так как, поверьте, если не исследовать все комнаты и заведения в поисках предметов, то вы легко можете застрять, но об этом позже. Вместо зомби или каких-то монстров, здесь в роли противника выступают призраки тех людей, которые потеряли жизнь на территории отеля. В корне геймплей не меняется. Как и в других подобных играх, просто достаете пушку и высаживаете в противника столько свинца, пока он полностью не пропадет с экрана. Но все равно приятно видеть что-то другое, нежели обычных зомби. И вот вы бегаете по этажам отеля, убиваете призраков, открываете запертые двери, читаете записки. Знакомая база. Но что же отличает проект от игр подобного жанра? В самом начале, перед стартом, Ghosted Dawn сообщает, что работает на принципах трех правд. Первое — это то, что игра автоматически сохраняет ваш прогресс. Здесь нельзя сохраняться мануально. Вторая — здесь есть пермасмерть. Если вы умрете некоторое количество раз, то ваше приключение заканчивается, автосейв удаляется и нужно начинать все с чистого листа. И третье, что единственный способ закончить игру, это вылезти в окно, через которое Бен попал внутрь отеля, ну или смерть и удаление сейва. Звучит интересно, не правда ли? Я уже чувствую недовольство некоторых игроков, которые не любят концепт пермасмерти и полного рестарта. На самом деле я тоже не люблю подобный концепт, но поверьте, здесь он преподнесен довольно интересно, и вам нечего бояться. Все три вещи работают уникально, и давайте разберем их подробнее. Насчет сохранения, да, тут не надо сохраняться вручную, даже какие-то предметы для этого не нужны. Дело в том, что после захода или выхода из локации, проект делает автосейв со всеми вашими вещами. Даже если вы умираете, то все предметы остаются при вас, даже то количество патронов, которые вы имели на момент гейм-овера. Этот аспект плавно перетекает в концепт перманентной смерти. Дело в том, что игра всегда начинается у входа отеля. Даже если вы просто должны уйти по делам и вышли из игры, то запустив ее снова, она не кидает вас на тот этаж, где вы остановились, а перемещает ко входу в отель, то есть в самое начало. То же самое происходит и при смерти. Вас кидает снова к окну отеля. Но не переживайте, это не такое большое здание, поэтому добежать до точки, в которой ваш герой откинулся, не занимает больше минуты. Там же стоит красивый канделябр, на котором зажжены 5 свечек. Это счетчик наших жизней, назовем это так. Умерли раз, два, затухают 2 свечки. Если умереть 5 раз, то наступит гейм-овер. Я не хочу спойлерить, но и не желаю пугать вас подобным описанием, так как уверен, что многие не любят данную механику, поэтому скажу так. История не заканчивается. Если вы умерли больше 5 раз, чтобы реально дойти до удаления автосейва, нужно реально постараться. К тому же сюжетное дальнейшее объяснено и не вызывает вопросов. Просто таким образом создатель хочет держать игрока в напряжении, и чтобы тот оценивал и продумывал каждое свое действие. Последняя механика заключается в том, что для завершения истории нужно обязательно покинуть отель через окно. Даже после финальной битвы, когда вы увидите настоящую концовку, вам придется пробежать до самого фойе отеля и покинуть здание через окно. Самое интересное, что в игре есть несколько концовок. Вы в любой момент можете уйти, и в зависимости от того, какие улики вы нашли и какие тайны отеля раскрыли, получите соответствующий финал. Как я сказал в начале, тут нет роликов, поэтому будет просто озвученный текст. На самом деле непонятно, зачем это нужно, ведь ясное дело, я хочу увидеть истинный финал, зачем мне останавливаться на полпути? Но некоторым может быть интересно посмотреть на другие концовки. Например, если сразу же покинуть отель после проникновения в него, то Бен просто говорит, что короче, тут страшно и опасно, поэтому пусть клиентка сама разбирается с этим делом. Забавная концовка. Все сказанное мной звучит интересно, но в то же время чего-то необычного и нового тут нет. Так что же делает Ghosted Dawn хорошим хоррором? Хоть проект и является дебютным творением студии Blue and Red Games, но создатель уловил одну важную вещь. Игра вариативна и постоянно преподносит что-то новое. Классический survival horror с менеджментом предметов и отстрелом призраков тут работает нормально, но все это приятно разбавляется элементами современных ужастиков. Например, в некоторых местах не будет света, а Бен начинает терять рассудок, когда оказывается в полной темноте. Поэтому вам нужно зажечь спичку, чтобы осветить себе путь. Спичка, кстати, горит минуту и больше, привет Amnesia Rebirth, и порой ходить по темным локациям с небольшим освещением может быть довольно стрёмно. То слышны какие-то голоса, то при повороте в уборной вы замечаете страшное отражение в зеркале, которого до этого не было.
Неожиданно вы оказываетесь заперти, и комната превращается в полосу препятствий, где вам предстоит убежать от неубиваемого призрака. Иногда, просто идя по пустому коридору, вы неожиданно получаете в лицо громкий джампскейр. В одном сегменте появится противник, которого нельзя убить, и он начнет преследовать вас по комнатам, и чтобы найти необходимые вещи, нужно заманить его в другое место, чтобы потом быстро попасть в первое. Также тут есть битвы с боссами, и как я сказал ранее, противники в игре это призраки, что дало создателю возможность реализовать уникальные идеи. Возможно, это прозвучит глупо, но я получил огромное удовольствие, когда меня пыталась убить джаз-банда, которая при всем этом сыграла отличную музыку. А посмотрите на саму группу. Певица, пианист, которому вообще насрать на все происходящее, мужчина, которому голову проткнули гитарой. К чему я все это веду? Ghosted Dawn проходится за часа 2, 3, 4, если вы хотите исследовать все на 100% и посмотреть все концовки. Но игра грамотно реализует концепцию хоррора старой школы, добавив к ней элементы современных ужастиков. Вроде редких, но удачных джампскейров, интересные игровые ситуации, а также нотки юмора. Видно, что это инди-проект не самого опытного, но крайне увлеченного девелопера, и с небольшой полировкой игра могла бы стать реальной жемчужиной, если бы не пара серьезных проблем. На самом деле можно сказать так, на каждый описанный мною плюс найдется большой и жирный минус. Самое главное это отсутствие традиционного здоровья и боевая система. Видите ли, по сути вся боевка заключается в том, что вы обязаны держать дистанцию и не подпускать к себе призраков. Вместо ХП здесь есть система страха. Когда протагонисту страшно, то на экране появляются характерные разводы, он начинает медленно передвигаться, а в окне инвентаря можно увидеть, что он напуган и оглядывается по сторонам. Чтобы прийти в себя, нужно либо принять таблетки, выкурить сигарету или выпить спирта из фляги. На дворе 47-й год, нуар как-никак. Проблема заключается в том, что герой умирает от одного касания. Если враги вас хватают, то нет никакой возможности убежать или вырваться. Сразу отправляйтесь ко входу отеля. Учитывая локации, в которых вы сражаетесь, а это прямолинейные узкие коридоры, то даже каких-то возможностей пробежать мимо у вас нет. Поэтому, за исключением пары моментов, 98% геймплея заключается в следующем. Вы попадаете в новое место, сразу достаете пушку и слушаете, есть ли звуки призраков. Если слышите их, сразу стреляете, тут есть автонаводка. Когда противник мертв и все стало тихо, то идете дальше. Таким образом, весь геймплей превращается в стояние в углу и пальбе в неизвестном направлении, пока все не стихнет. Да, тут есть кнопка дэша, эдакий отскок назад, но он не всегда помогает. Помните, я говорил про проблему камеры? В одном моменте я потерял 3 жизни именно из-за нее. Я попал в коридор, и на меня неожиданно напал враг, я умер. Ну ладно, добежал до сюда снова, убил его, и как только я сделал шаг вперед, появился второй и снова схватил меня за жопу. Я хочу сказать то, что часто вы будете умирать просто из-за камеры и невозможности среагировать на опасность. Таким образом, геймплей превращается в схему «умер, запомнил, прошел». Этот элемент относится ко второму минусу – беготне туда-сюда для подбора всех предметов. Как я сказал, миновать врагов в 98% случаев нельзя, поэтому если у вас закончились патроны, то вы просто блокируете себе прохождение. Не беспокойтесь, патронов тут много, просто не все они помещаются в инвентарь. Поэтому вначале вам нужно бегать туда-сюда, чтобы выкладывать сюжетные предметы, подбирать другие, амуницию, хилки и оставлять их в подъемнике, чтобы взять что-то другое. В определенный момент вы найдете подсумок и ваш инвентарь увеличится, но в корне это проблему не решает. По этой причине полное исследование и подбор каждого предмета не просто важен, а необходим для прохождения. И это немного печально, ведь вся прелесть survival horror заключается в том, что каждый игрок выживает по-разному. Кто-то тратит все припасы и потом бегает с ножом, другие экономят патроны для серьезных схваток и пытаются миновать опасность. Суть в том, что у нас есть выбор, а в Ghosted Dawn его нет, за исключением пары моментов. Ну и третья проблема, и можете считать ее моей личной придиркой, это отсутствие мотивации для игрока. Объясню, что я имею в виду. Разработчик заявляет, что в игре есть несколько концовок, реиграбельность и вариативные геймплейные ситуации. С последним вопросов не возникает, я уже описал это. А вот насчет концовок и реиграбельности есть проблемы. Как я сказал ранее, а какой смысл, за исключением пары строк текста, заканчивать игру, не получив при этом истинный финал? Да, в любой момент, найдя некоторые улики, можно завершить прохождение, но зачем это делать? После финальных титров вам покажут статистику, где будет видно время прохождений, количество смертей, убитых врагов и ваш ранг. Да и переигрывать второй раз особого смысла нет.
После первого полного прохождения вы получите особый предмет, и можно найти секретную вещь, но на этом множество заканчивается. На самом деле это легко исправить, добавить проекту достижения. Знаю, сейчас многие могут сказать: да вертел я твои ачивменты, но поверьте, для многих игроков это не просто приятный бонус, а повод попробовать нечто новое. Порой достижения предлагают пройти ситуации, где вы должны выйти за рамки привычного геймплея, и за ваши старания будет награда. Например, дали бы мне достижение за получение всех концовок, за прохождение игры без единой смерти. Это дало бы мне желание попробовать воплотить все это, ведь это испытание. А если за это ничего нет, то зачем мне и пытаться? Да, понимаю, личная придирка, но мне кажется, что это бы точно добавило мотивации многим игрокам. Отдельно стоит отметить оптимизацию. Игра работает стабильно, графика приятная. Самое интересное, что кроме разрешения ничего поменять нельзя. Если попробовать изменить сложность или яркость, то игра не позволит вам этого сделать. Это подтверждает тот факт, что разработчик все продумал и уверен в своей игре. В проекте нет проблем с освещением или сложностью. Все работает и выглядит, как и было задумано. Единственное, вы можете встретить некоторые баги. В целом, многие уже были исправлены, но так как это творение одного человека на Unity, то вполне возможно, что исправив одну проблему, на ее месте появились две другие. В одном прохождении после смерти у меня пропал весь инвентарь, и мне пришлось начать игру с самого начала. А в какой-то момент просто появился синий квадрат перед игроком, уже исправлено. В целом, Ghosted Dawn — это неплохой инди-хоррор, который удачно применяет формулу старых survival-хорроров и разбавляет ее современными элементами. Стилистика проекта не режет глаз, игровой процесс прост. Да, есть некоторые проблемы, но он быстро проходится и не надоедает. Сюжет нормальный, не блещет, но поднимает интересные взрослые темы. Да к тому же механика разных концовок может заинтересовать играющего в получении всех финалов истории. В финальных титрах есть намек на сиквел, так как разработчик хочет создать мини-серию историй в этой вселенной, и на самом деле я только за. Как по мне, первый проект получился вполне неплохим. Да, есть элементы, которые можно исправить и улучшить, кое-где подкрутить геймплей, довести до ума механики, и получился бы отличный инди-ужастик. Я уверен, что эти проблемы будут исправлены в сиквеле, но стоит отметить одну важную деталь, и слушайте меня внимательно. Создатель просит за Ghosted Dawn почти 30 евро или 1100 рублей по-нашему. На данном этапе игра не оправдывает подобную стоимость. Вот если ее полностью довести до ума, добавить ачивки, исправить все баги и шероховатости, то тогда возможно да, потому что покупая инди-проект за такие деньги, я хочу получить готовый и вылизанный до блеска продукт, коим в данный момент он не является. Если вы очень любите survival-хорроры и вы приобретаете каждую новинку в данном жанре, то да, в целом вы получите неплохой проект на 4-5 часов геймплея. Но другим я советую добавить игру в список желаемого и подождать скидок. Я уверен, что был бы ценник в 2 раза меньше, то он бы полностью оправдывал содержимое. В любом случае, я желаю разработчику удачи, так как с нетерпением буду ждать сиквела и надеюсь, что все элементы будут улучшены и доведены до ума. У создателя определенно есть талант и желание создавать игры, просто нужно больше опыта. Спасибо вам огромное за просмотр, дорогие друзья. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мою куратор-страницу в Steam «Достойны или нет хорроры», где я описываю новинки, старые игры жанра ужасов и поясняю, стоит ли в них поиграть или нет. Я желаю вам всего наилучшего и до следующей встречи.